Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я хочу рассказать о том, как у меня получился ремонт и отделка дома из СИП-панелей на первом этаже. О том, как было до отделки, можно увидеть вот в этом видео. Ну а сейчас я просто расскажу, что я сделал и что из этого получилось. Итак, давайте посмотрим. Поехали! Отделка еще, конечно, до конца не завершена, остались кое-какие нюансы. Ну, как видите, вот надо кухню, но как в том фильме... Ну, у пана атамана нема золотого запасу. Вот, поэтому так осталось. Опять же, надо сделать лестницу. Ну, об этом будет отдельное видео. Тут целая эпопея с этой лестницей. Застройщик оставил черновую лестницу, но многие другие застройщики оставляют получастовую. То есть, как бы ее можно будет и снять, и сделать из нее чистовую. Но это уже просто дрова, что называется. То есть, ничего я с ней сделать не смогу. Поэтому мне нужно будет новую лестницу. Ну и так по мелочи, там кое-какие уголки доделать. Ну и основная работа уже сделана. Итак, давайте посмотрим, из чего и почему я сделал именно так. Итак, друзья мои, отделка чистовая моего дома выполнена самым дешевым ламинатом. Покупал я его еще на первой пандемии, поэтому заказывал через интернет. Ну и, как водится, картинки совершенно не соответствуют цветам то, что в итоге получилось. Поэтому у меня немножко получился однотонный колер во всем доме. Ну, сейчас сами увидите. Вот. Сделал я из-за этого некий контраст вот такой вот. Уголки вот такие вот сделал. Неохота мне было запиливать ламинат аккуратненько. Я решил, что нечего заморачиваться, просто вот пластиковый вот такой вот красивый уголок, ну и как бы приклеил, ничего страшного. И как раз получилось, что под цвет дверей, под цвет плинтусов получилось вот некий такой контрастные такие вот пятна, уголки плинтуса, ну заодно и очень похоже так, как сделано у меня на втором этаже. Кстати, как у меня выполнен ремонт бюджетный на втором этаже, можете увидеть в видео. Ссылка будет в описании. Ну и, соответственно, здесь где-то она появилась. Вот. Итак, почему именно ламинат? На втором этаже у себя я сделал... обшил стены панелями МДФ. Они 6 мм толщиной и достаточно легко крепятся. Большие палки, сразу большая площадь накрывается. Вот. Ну, я посчитал, что не так дорого будет все это сделать то же самое, только ламинатом. Ламинат самый тонкий, 7-8 мм. На полу единственное у меня 12 мм, толстенький. Это из-за того, чтобы сделать с плиткой в одном уровне. То есть у меня весь ламинат на полу с плиткой вместе, в санузле, в прихожей и в бойлерной сделан как бы единым контуром, без перепадов, без порожков. Ну, сейчас сами все увидите. Итак, почему именно ламинат? Я хотел сначала сделать обоями там, или под покраску что-нибудь. То есть у меня стены были отделаны гипсокартоном сначала. Но я когда посчитал, сколько нужно материалов для того, чтобы сделать на стенах обои, у меня получилось, что вся эта приблуда, то есть шпаклевка в стыках, серпянка в стыке, паутинка, чтобы обои не трескались. Сами обои, опять же, все шпателя, краски, клеи,
Все это посчитал, и у меня примерно получилось около 1000 рублей квадратный метр. То есть квадратный метр стены у меня получился с обоями где-то в районе 1000 рублей. Но ламинат, можете посмотреть в любом магазине, стоит в районе от 400. И там можно взять дорогой, большой, смотря что вам нужно. Там больше 1000 тоже он будет стоить за квадратный метр. Но у меня получилось, что вот этот вот ламинат, на пандемию были распродажи какие-то там, и мне он обошелся где-то в районе 450, наверное, 400-450 рублей квадратный метр. Весь ламинат у меня с фасочками, никаких проблем нету крепить его на стену, то есть вставляется, там полосочку пены причпокнул в пазы, прижал. И я присверливал маленькими такими бабышечками ламинат, чтобы он держался к стене. Клей-пена высыхает достаточно быстро, поэтому вообще никаких трудностей с этим не возникло. Отходов у меня практически не было. То есть у меня вот идет стена, вот целая, допустим, целая, там обрезал, следующий ряд пошел. И поэтому, видите, никаких одинаковых стыков нигде нету. То есть все стыки у меня в разнобой, и как бы получилась такая вот стена. Ну, сейчас я все подробно покажу. Итак, начнем с прихожей. Вот так вот у меня это все отделано. Откосы около двери тоже сделаны ламинатом, отделаны. Здесь вообще никаких проблем не вызвало. Так же, как и на окнах. Как я сделал откосы на окнах? Да очень просто. Берется ламинат и просто вставляется вот этим своим бортиком под окно. Ну, здесь, конечно, пенится, запенивается, обрезается само собой, и уголочек. И все. Очень даже прилично все смотрится. Ну, так вот у меня выглядит прихожая. Конечно, у меня еще нету никакой мебели. Ну что, пойдемте дальше посмотрим. Из прихожей мы попадаем в коридор. Здесь вот планируется шкаф большой. Здесь макияжная какая-то зона, зеркало ростовое. Здесь тоже может быть какой-то там столик с зеркалом. Там все потолки в доме у меня натяжные. То есть не стал я ничего мудрить. Просто вот натянул потолки как бы матовой тканью, и все. Самые дешевые светильники из Леруа, которые с пультом, они меняют цвет, больше, ярче, тише можно сделать. Все одинаковые, один пульт подходит под все лампы. Здесь у меня бойлерная, но потом я ее покажу отдельно. Вот так вот у меня отделаны балки, они были деревянные, я долго думал оставить их, покрасить или как-нибудь, может быть, сделать красивенько, обыграть их. Но потом решил все-таки обрезки пустить в ход. Осталось некоторое количество обрезков, и поэтому сделал вот так вот обрамление на всех балках. Вот тут вот тоже такая же балка, также ее отделал. Ну и там у меня вот раз балка и два балка. Если честно, очень лень было зарезать под 45 градусов. Муторно, нет у меня станка какого-то специального, поэтому вот, как видите, просто вот ламинат обрезан лобзиком и приклеен на стену. Зазор
практически минимальный от стены. Клей практически не берет никакого на себя, никакой толщины. Вот видите, тут прямо вот стена, вот, и прям тут же ламинат. Вот. Ну, здесь я не отделал, потому что здесь еще лестница, и здесь еще, видите, нету плинтуса. И там вот уголок еще не доделан. Это я доделаю, когда будет уже лестница, и уже в чистовую я все это отделаю. А вот так вот уголок с плинтусом вместе смотрится там, где уже это все отделано. То есть вот так вот с дверью вместе это все выглядит. И, соответственно, вот уголок на стыке ламината. Ну, а цвет ламината, сами видите, вот очень он попадает в цвет с полом, со стеной. То есть, как бы, если был бы другого цвета плинтус, то как бы могло это все сливаться. Вот так вот выглядит у меня кухня. Ну, уже Новый год скоро. Елку я пока не наряжаю, пока к ней привыкает кот. Кот пришел мне как раз при начале ремонта. Маленький-маленький котенок. И сначала боялся всего, но потом привык и сейчас живет у меня в доме. Вот так вот выглядит отделка стен. Здесь цвет ламината отличается от вот этого цвета. Что-то есть, что-то видно, но не бросается в глаза. То есть, ну, как бы практически одинаково. Как я уже говорил, очень все просто сделано. Никаких сэндвич-панелей здесь такие тоненькие. Просто ламинат, пена и уголок такой красивый. Ну, здесь вот будет такая вот ступень, я куплю, когда буду делать лестницу. Будет такая площадка, ну, ступень, там под ней прорежу пазик под трубу и поставлю там каким-нибудь лаком или маслицем замажу, и будет хорошо все это смотреться с этой стороны и с той, так как у меня пол в один уровень с верандой. Вот так вот у меня все это выглядело до того, как я сделал обшивку ламинатом. То есть вот так вот проводка сверху опускается. Вот это вот в частности под вытяжку над плитой. Ламинат, как видите, просто вот приклеен. Здесь будет уже панель кухни из МДФ. Я посчитал ненужным делать из плитки или из того же ламината. Все вполне будет смотреться под цвет столешницы, и как бы, я думаю, будет красиво. Высокие полки сделаю. Примерно в том же стиле у меня получилась комната гостевая или родительская. Тоже цвет здесь совершенно другой ламината планировался, но вышло совсем все немножко по-другому. Он все равно какой-то похожий, одинаковый. Вот такая вот комната. Теперь давайте посмотрим санузел. Санузел первого этажа выглядит следующим образом. То есть здесь уже все в плитке. Здесь полотенцесушитель у меня. Вот. Стиральная машинка. Ванна. Ванна. Я, конечно, понимаю, что так это не делает никто. Так не модно сейчас делать. Но, тем не менее, это, не забывайте, бюджетный ремонт. У меня здесь планировалась душевая кабина. Здесь вторая стиральная машинка маленькая. Ну и здесь большая, соответственно. Ну, маленькая стиральная машинка уехала в другое место, поэтому и как-то так спонтанно получилось. Я купил ванну на второй этаж, ну и сразу заодно купил
ванну на первый этаж. Поэтому, если вдруг чего, она здесь практически не закреплена. Ну, закреплена, но ее можно снять, демонтировать, убрать, и никаких вопросов поставить там душевую в угол. Ну, и как бы никаких проблем я не вижу. Вот. Ну, пока мне захотелось так вот. Хочется иногда полежать, принять ванну. Вы скажете, что некрасиво, торчат трубы, надо было их убрать, надо было чем-нибудь закрыть это или какой-нибудь бордюрчик сделать. Ну, я посчитал это ненужным, потому что все я сделал сам, я не профессионал. Трубы полиэтилен могут потечь, не дай бог что-то случится. А здесь это все понаружи, я всегда это увижу и смогу вовремя починить, предотвратить и сделать. Так как это бюджетный ремонт, вот видите, сам кран, из-под него сочится вода. Поэтому мне иногда надо поддавать давление в котел. Вот, если бы это все было закрыто, ну, как бы я бы не видел, как тут вода. Здесь она высыхает, еще донизу даже не успевает дотечь. Еле-еле сочится, конечно. Но, тем не менее, если бы это было все закрыто как-то, я бы это не видел. Там около 12 или 15 батарей, я уж не помню, в доме. И кранов, соответственно, в 2 раза больше. Вот и считайте, там, если эти стоили там по 200 рублей краны, то если дорогие хорошие краны, то не хватило бы у меня средств на все это хозяйство. Не забывайте, это все-таки бюджетная отделка дома. Ну а теперь, друзья мои, посмотрим, что у меня в бойлерной. В бойлерной у меня все тоже отделано плиткой. Потолок металлический, не горючий. Вытяжка, электрика. Ну, про электрику я уже как-то рассказывал. Здесь вот дверь у меня в гараж. Здесь будет тоже ступенька, точнее деревяшечка 4 сантиметра. Будет подходить, там будет прорезан паз. И красивенько ее маслицем или лачком закрою. И будет великолепно смотреться. Вот такая вот у меня плитка. Так как бюджетный ремонт, нет у меня станков для заусовки, неохота было возиться, поэтому было принято решение просто вот сделать такую вот раскладку, внешние углы, внутренние углы вот так вот сделать. Ну, пол керамогранит, самый обычный, как видите, он в одном уровне с полом коридора. И то же самое здесь у меня с санузлом.
вот, в общем-то, друзья мои, вот так вот у меня получилось. Все бюджетно, не так дорого, но вы уже думайте, решайте. Мой вариант вот так вот у меня получился. Мне кажется, достаточно красиво, функционально. Будет еще, когда уже шкафы, мебель, можно тут и коврики всякие положить. Ну и мне нравится. А это самое главное. Еще, если у вас возникли какие-то вопросы, как я что-то сделал, зачем я это сделал, пишите об этом в комментариях, давайте советы, может быть еще что-то можно переделать, может быть что-то я неправильно сделал. Ну, а на этом обзор закончен. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было полезно и познавательно. Если это так, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, расскажу еще что-нибудь интересное. В частности, скоро будет видео про лестницу, когда я ее сделаю. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока.